Хочу поставить маслоуловитель. Джакс. Вот так он выглядит. В комплекте идут два штуцера. Вот сюда. Дело в том, что это отвод картерных газов, так называемый сапун. Эти картерные газы идут назад в воздушный фильтр и возвращаются через карбюратор в камеру сгорания. Дело в том, что эти частички масла, воды, всего остального, попадая в камеру сгорания, оседают и пригорают на впускном клапане прежде всего. Также немного страдает и выпускной. Вот, так как вот это входное отверстие находится ближе к левому цилиндру, то прежде всего страдает левый цилиндр. Вот так он выглядит. Далее два штуцера. Также крепление, кронштейн для крепления к чему-либо. Температура работы 52 градуса и давление максимальное 1030 килопаскалей. Сама чаша сделана из поликарбоната. Это вход и, соответственно, выход. Ничем не помечен. И вот эта дренажная пробка по часовой стрелке вкручивается, и можно ее, конечно, еще дальше вкрутить. Вот она так свободно ходит и может так сливать масло. Наверное, так быстрее получится. И вон там видно с той стороны дренажное отверстие. Значит, вот достаточно совсем немножко вкрутить, чтобы масло побежало в дренажное отверстие и начало отсюда выходить. Собственно, довольно легко сливать. Вот дальше можно закрутить. Там имеется уплотнительная резинка. Вот и все. Сейчас попробую почистить. Подкрасим красочкой. Покрываем матовым лаком. Пока сохнет маслоуловитель, покрасим хомутики. Вот, изначально я хотел использовать оригинальный штуцер, который шел в комплекте с маслоуловителем с малым диаметром со стороны елочки, но в итоге заехал в хозяйственный магазин и приобрел уже штуцер большего диаметра. То есть со стороны резьбы они одинаковые, здесь уже диаметр больше. Вот буду устанавливать вот этот. И нашел старый сапун, можно сравнить по диаметру. Конечно, штуцер чуть уступает, но в принципе уже какое-то соответствие есть. Сейчас его промеряю.
где-то на 10 миллиметров диаметр. А здесь 11, ну, наверное, 12 миллиметров. Значит, сейчас задача одеть ПВХ, легко входит, и далее основной шланг. Ну, здесь уже понадобится хомут. Вот, кстати, в трубке вот какая-то белая чача. Это вот этой стороной она шла к воздушному фильтру. Вот вода. И я, кстати, когда вскрывал на 5000 километров фильтр, я постараюсь фотографии найти. Там вот была эта белая чача, прямо сгустки. Вот окончательный вариант. Сейчас одеваем хомутики. Надо чуть открутить. Теперь у мотоцикла есть пипка. Что у нас получилось? Там видна водичка. Все запотело. Как это заснять? Это я проехал 9,22, где-то 10 километров. Вот после 15 километров столько воды набралось. Может, даже там и масло есть, какая-то мутная субстанция. Ну, в общем, что-то улавливает, и хорошо. Он не нагревается. Потеков нету. Ну, посмотрим в дальнейшем, как будет работать.